Все, что вы услышите в этом видео, это личное мнение автора. Но в комментариях я буду рад почитать и ваше мнение о Рутуб. Никто сейчас точно не знает, будет ли в России заблокирован YouTube. Но пока меня здесь кто-то смотрит, я буду продолжать снимать и выкладывать здесь свои видео. Во всяком случае на личный канал. Что делать с каналом озвучки, я пока что еще не решил. Но для тех из вас, кто не захочет или не сможет перейти на VPN, я все же создал канал на Яндекс.Дзен и страничку ВКонтакте, где я также буду публиковать видео и писать разные мысли. И в общем, ни с Яндекс.Дзен, ни ВКонтакте у меня не возникло никаких проблем. И хоть у меня и есть к ним немало вопросов, особенно к алгоритмам, но каждая из этих площадок мне по-своему и не нравится, и по-своему нравится. Но вот, как-то вечером я залипаю в ноутбуке и вспоминаю про еще одну платформу, которую СМИ и многие блогеры часто определяли как того самого потенциального конкурента YouTube с громким, обнадеживающим, созвучным и даже патриотичным названием Рутуб. Все мы понимаем, что сейчас происходит и что будет происходить. Я решил перезалить все свои видео с Ютуба на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. И все получилось. Только я решил сейчас взяться еще за Рутуб. И в принципе он как бы мне понятен. Только он грузит эти видео уже 40 минут. 5 коротких роликов, коротышей просто. И я даже не понимаю, он вообще планирует заканчивать? Или так все и будет? Бесконечно. Прошло уже больше часа, ни одно видео так еще не загрузилось. Я не понимаю, сколько вообще нужно ждать, чтобы загрузить ролики на Рутуб. На Ютубе это занимает обычно минуты 3-4. Здесь пока больше часа. Загрузка видео длилась до утра. И то только потому, что я проснулся, уже не выдержал и обновил страницу. Как я уже потом узнал от своих знакомых и незнакомых, видео на Рутуб загружаются далеко не сразу. И далеко не у всех. У кого-то на это уходило пара часов, у кого-то сутки. Но, как оказалось, загрузка видео – это только вершина айсберга. И вот теперь начинается самое интересное. Следующий этап – модерация. Лично на моем опыте модерация на Рутуб у разных видео заняла от 2 до 5 суток. Но видеоролики без речи, например, просто с музыкой, проходят модерацию гораздо быстрее. Всего лишь за несколько часов или где-то сутки. И самое интересное, что вы просто понятия не имеете, в какое время дня или ночи будет опубликовано ваше видео. В 8 утра, в 3 часа дня или в 3 часа ночи. Это сюрприз. Как для автора, так и для зрителя. И скрестите пальцы, чтобы ваше видео не было отклонено модератором. Ведь в таком случае вам понадобится время на выяснение причин, время на исправление и еще несколько дней на следующую попытку модерации. И так будет с каждым видео. И важно понимать, что мы сейчас говорим про короткие ролики. 3, 5 или 10 минут. Мы сейчас даже не говорим про видео 30 минут или 60 минут или полуторачасовые ролики. Я вообще не представляю, сколько времени там понадобится на это. И вот что написано о модерации на официальном сайте Рутуб. Модерация – это процесс предварительной проверки видеоконтента, аудиоконтента, прямых эфиров и комментариев на соответствие требованиям Генерального пользовательского соглашения. Модерация бывает ручной, проверка модератором человеком, и автоматической. Материалы, отклоненные на модерации, не допускаются к показам. Рутуб, являясь социально проактивной платформой, ответственно относится к соблюдениям закона и общепринятых норм морали, старается контролировать процесс публикации контента на площадке. Я бы даже сказал, гиперответственно старается. Мы просматриваем каждый загружаемый видеоролик на соответствие требованиям Генерального пользовательского соглашения перед тем, как файл станет доступен другим пользователям. Вы просто это осознаете. То есть там реально сидит человек, который вручную проверяет каждое твое видео перед публикацией на соответствие каждому пункту в их пользовательском соглашении. Привет, фиксики! Это же сколько нужно модераторов? Скольким людям нужно платить, чтобы обеспечить модерацию каждого загружаемого видеоролика? Сколько? Сотни? Тысячи? Десятки тысяч? И конечно же все они будут объективны и непредвзяты. Но есть же еще исправления и повторные модерации со второго, третьего, четвертого раза. Это вообще рентабельно? Кто-то считал? Ну, например, по Википедии за 2021 год в штате Рутуб работают всего 250 человек.
Сколько из них модераторы? Так, стоп. В марте этого года вышла новость, что Рутуб массово запустил автомодерацию. И теперь ваши видео будут опубликованы в течение нескольких минут. Вам лишь нужно получить верификацию аккаунта. А для этого вам необходимо заполнить заявку в личном кабинете. Уточнили в пресс-службе видеохостинга. Ну все, проблема решена. Просто заглянем в Рутуб и прочитаем, как это сделать. Статус верифицированного канала может получить только государственное учреждение или юридическое лицо, которое имеет документы, подтверждающие авторское право на контент. Физическое лицо может получить данный статус только в случае, если он или она является публичной личностью и есть документальное подтверждение того, что канал принадлежит именно ему, ей или ведется согласие автора. Для получения статуса официального канала необходимо отправить письмо с указанием ссылки на свой канал нам на почту. К письму прикрепить гарантию правообладателя. Заявку рассматривает отдел по работе с правообладателями. Каждая заявка рассматривается индивидуально. Средний срок рассмотрения заявки составляет 10 рабочих дней. Да, физические лица, вы все правильно поняли. 99% из нас в пролете. А вам не кажется, что если бы такой же политики придерживался YouTube или, например, TikTok, то их бы сейчас просто не существовало? И это мы еще не касались монетизации, отсутствия отображения количества лайков, количества просмотров. Они там есть вообще? А алгоритмы? Кто-нибудь о них слышал? А я еще снимал видео про выгорание YouTube-блогеров. Но Рутуб, это же надо создать столько трений, словно вы специально не хотите видеть у себя на платформе видеоблогеров. И самое интересное, что YouTube был создан в 2004, когда Рутуб был создан в 2006. Да, у них разница в возрасте примерно такая же, как у ВКонтакте и у Фейс, который сейчас заблокирован в России. Рутуб и YouTube примерно одного возраста, всего на пару лет младше. То есть Рутуб уже 16 лет. 16 лет, Карл. ТикТоку 4 года. Но чем тогда они все это время занимались? Все эти 16 лет. Но, наверное, мы поймем чуть-чуть больше, когда посмотрим, а кто вообще владеет и управляет Рутуб. И заглянем в историю главных изменений в компании на Википедии. 2006. Рутуб был создан Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. 2008. Контрольный пакет акций Рутуб приобрел Газпром Медиа. Так. 2011. По инициативе генерального продюсера Юрия Дегтярева, Рутуб прошел обряд освящения серверов священником отцом Виктором. 2012. Был разработан новый логотип крупным международным подрядчиком. Очень круто. 2014. Планировалась сделка с Ростелекомом, но потом передумали. 2015. Запустили приложение для телеков и смарт-ТВ. 2016. Рутуб объединился с дистрибутором легального контента Bloodforum, и вместе они создали компанию RuForum. 2020. Все права на RuForum полностью передали Interfax TV, и холдинг Газпром Медиа стал владельцем 100% RuForum. То есть ООО RuForum по факту это и есть Рутуб. 2021. Рутуб провел кардинальные изменения. Они изменили дизайн, цвета, плеер и навигацию. Стало возможным смотреть видео без регистрации. То есть они только в 2021 году осознали, что массовый зритель не готов регистрироваться на платформе ради просмотра одного видео. Да. Инновационно. И все это время, все эти годы, они занимались чем угодно, кроме развития этой платформы как площадки для видеоблогеров. По данным Википедии за декабрь 2021, количество ежемесячных активных пользователей со всего мира на Рутуб достигло 11 миллионов человек. Со всего мира. За 16 лет. ТикТоку 4 года, больше 1 миллиарда ежемесячных пользователей. YouTube 18 лет, больше 2 миллиардов ежемесячных пользователей. Вы мне еще скажите, что у Газпром Медиа недостаточно денег для развития видеоплощадки. Развитие. А оно им вообще нужно? Что такое Газпром Медиа, я думаю, многие из вас уже знают. Это ТНТ, НТВ, телеканал Пятница и многие другие. А теперь давайте посмотрим, что такое RuForum. То есть те, кто задает стратегию и управляет самим Рутуб. Тем самым главным потенциальным конкурентом YouTube. Оу, так это же телевизор. Это телевизор в интернете. На самом сайте RuForum написано, что Рутуб – это крупнейший российский видеохостинг, где собраны различные категории видео, премьерные выпуски шоу и сериалов, прямые эфиры телеканалов, фильмы и мультфильмы. И только в самом конце
Контент видеоблогеров. На самом деле их главная страница отражает всю суть политики их компании. Просто представьте, если бы такую политику проводил YouTube или TikTok. Компании, все внимание которых изначально было направлено на интернет и на простых авторов. Когда автором видео может стать абсолютно каждый, кто просто решил снять видео на телефон. Когда абсолютно каждый автор может найти своего зрителя. Например, это видео прямо сейчас я снимаю на свой старенький 11 iPhone, износ батареи на котором уже на 86%. И на этот телефон я снял абсолютно все видео на этом канале. Я не телевизор, я не известная личность, и я не продакшн. Именно такая возможность сделала популярными такие платформы, как YouTube или TikTok. И если отталкиваться от всего, что мы имеем на данном этапе с Рутуб, то возможно именно продажа Рутуба по факту телевизору это худшее, что могло произойти с этой платформой еще в самом начале этого пути. В итоге, спустя 16 лет после своего создания, Рутуб, даже имея наглядный пример для подражания, так и остался интернет-плеером, который в данный момент сложно назвать конкурентом даже для Vimeo. На тот момент времени, когда купили Рутуб, у Газпром Медиа уже была своя отработанная телевизионная бизнес-модель. И на мой взгляд, могло быть две главные причины этой сделки. Особенно с учетом того, что для Газпром Медиа ее стоимость была довольно невысокой. Либо чтобы продвигать на ней свои телеканалы, либо чтобы убить своего главного конкурента за внимание еще в зародыше. И давайте будем честны, мы давно уже знаем, что телевидение далеко не рады таким конкурентам, как YouTube или TikTok. Вам не кажется, что они были бы еще меньше рады появлению такой же успешной русскоязычной видеоплатформы? Вам не кажется, что здесь есть какой-то конфликт интересов? И поэтому последнее, о ком думали на Рутуб, это начинающие авторы и простые блогеры. И даже если на секунду предположить, что сейчас они бы и хотели что-то поменять, то существующей бизнес-моделью, с теми людьми, командами и управленцами, которыми Рутуб обрастал все эти годы, шансы на это стремятся к нулю. Должно произойти какое-то чудо, чтобы то существо, которым все эти годы становился Рутуб, смог бы или захотел бы сейчас стать реальной заменой Ютубу. И да, сейчас у Рутуб есть последний шанс. Часть авторов какое-то время в панике пройдет 7 кругов ада, чтобы загрузить туда свои видео. А на фоне импортозамещения может даже государство выделить несколько ярдов или зайдут все инвесторы. Главное, на фоне блокировок конкурентов отчитаться красивой отчетностью, чтобы в проект поверили еще на пару лет. Но когда паника пройдет и пыль уляжется, а люди адаптируются, о Рутуб снова все забудут. И лишь его громкое и созвучное название с YouTube будет напоминать о тех перспективах, с которыми он когда-то создавался. Несмотря на довольно критичный настрой этого видео, я не согласен с теми, кто хейтит все, что делается в России. Это не объективно. Яндекс стал довольно успешным, несмотря на прямую конкуренцию с Google. ВКонтакте стал довольно успешным, несмотря на своего прямого западного конкурента, и то, что он был создан позже на пару лет. И подобных примеров много, если вы просто захотите их видеть. Но сегодня мы говорим конкретно о Рутуб. Я очень маленький блогер, но вдруг это видео посмотрит кто-нибудь из управленцев Рутуб. Я обращаюсь именно к вам. Но вдруг вы реально хотите что-то изменить, в чем я сильно сомневаюсь. Хватит наказывать автора еще до того, как он что-то нарушил. Еще до того, как он что-то опубликовал. В 21 веке столь цензурно-топорная система загрузки и модерации видеоконтента не позволит вырасти ни одной видеоплатформе. А такое привилегированное отношение к крупникам и дискриминационное отношение к начинающим авторам точно не будет мотивировать их выкладывать у вас какие-то видео. То скорее появится еще одна, две или три новых видеоплатформы, чем Рутуб сможет составить хоть какую-то конкуренцию Ютубу. И вы так и останетесь телевизором в интернете. Даже в случае блокировки и отсутствия монетизации, YouTube останется более популярным сайтом для просмотра видео, чем Рутуб. Потому что начинающие и интересные авторы скорее найдут 99 способов обойти блокировку и смириться с падением охвата и отсутствием монетизации, чем начнут выкладывать контент на вашей платформе. Само по себе патриотичное название или созвучное с другой успешной платформой никак не коррелирует с ее успехом. А из-за таких кейсов, как Рутуб, скорее вызывает противоположную реакцию и соответствующие ассоциации в дальнейшем. И если вы до сих пор не поняли главный секрет успеха YouTube или TikTok, то позвольте я вам объясню. Зрители приходят не туда, где есть тонны непонятных видео из телевизора, а туда, куда быстро и легко могут приходить новые, простые, смешные, творческие, интересные, начинающие авторы, которых все сейчас так любят отправлять на завод. Как все взрослые, которые когда-то были детьми, так и все популярные сейчас блогеры и каналы, которые вы сейчас смотрите, когда-то решили снять и выложить на YouTube или в TikTok свое первое видео.
И именно этот этап является определяющим для любой видеоплатформы. Насколько сложно человеку будет это сделать? Насколько удовлетворенность от этих действий перевесит страдания от них? И уже потом подтягиваются алгоритмы, дизайн, логотип и все остальное. И сколько денег не вливай в этот вечно подающий надежды стартап, пока там не появятся условия для начинающих авторов, там никогда не появится и зритель.